Мне вообще нравится, как они подают лобстер. Они его так хорошо чистят. Как тебя зовут? Меня зовут Педро. Меня Игорь. Игорь. Да, вила я в Запорожье. Были в Запорожье? Да. Серьезно? Так, Ну, я в Израиле город. живу. Я в Израиле живу больше 20 лет. Вива ла Куба! Всем привет из Варадеро, самый курортный городок Кубы, в котором находится один из самых красивых пляжей мира. По крайней мере, так пишут в интернете. 5 минут назад я прибыл сюда из Тринидада, поселился здесь у местных кубинцев. Они выделили для меня комнату. По дороге на пляж наткнулся на местный рынок. Hola. Сувениры, картины. Hola. Your cartina. Very beautiful. Thanks. I'm making a pottery. Варадеро представляет собой форму такой косы. В ширину город составляет где-то 500 метров, но в длину километров 20. Есть интересные вещи, которые на другом конце этого города, и туда можно добраться только на такси. А такси, как мы уже знаем, в Кубе по не самым адекватным ценам. Цвет воды мне здесь напоминает, как пляжи в Панаме. При этом это не карибская сторона. Я, конечно же, искупаюсь так, чтобы поставить галочку, да и вообще просто, чтобы освежиться. Но сейчас я проголодался, и первое, что меня сейчас интересует, это мой долгожданный обед. Чуть менее 4 часов мне взяло, чтобы добраться с Тринидада до Варадеро. Так что пойду искать что-нибудь перекусить. Увидел сейчас указатель в паб Beatles и решил поехать в Beatles. Скачем мы по главной улице Варадеро, и что я наблюдаю? Очень много однотипных рынков с различными сувенирами. Всю косу этого города, конечно, трудно пешком пройти, потому что она составляет более 15 километров, но добраться в самый конец я очень хочу. Очень хочется попасть в дельфинариум, но опять-таки в силу погодных обстоятельств сейчас трудно что-то предугадать. Я вполне себе не удивлюсь, если дельфинариум окажется закрытый. Странно, такое место, и в нем нету пива, поэтому пришлось мне довольствоваться пина-коладой из рома. И это они делают очень даже себе неплохо. Но пива нету, и это плохо. Подоспела вот паэя с кусочками лобстера. Мне вообще нравится, как они подают лобстер. Они его так хорошо чистят. И тут еще креветки. Приготовили достаточно быстро, и это меня немножко смущает. Ну, сейчас будем пробовать. О, а тут гато рохо и гато негро. Кенты мои. Что мне нравится, очень много креветок. Каждый раз, когда я вилку засовываю в рис, я вытаскиваю креветку. Как рыбак ловит свою рыбу. Если он хороший рыбак. Очень остро, что это тоже хорошо. И в целом, в принципе, неплохо. Мне трудно быть объективным. Я на самом деле 100 лет не ел паэлью. Я не знаю просто, какая она должна быть в лучшем виде. А вот что плохо... За время, что я в Кубе, я второй раз заказываю сангрию. Насколько я знаю, сангрия должна быть с фруктами. А та сангрия, которую мне приносят, она набитая льдом и нет ни единого фрукта. Вот только лимончик на стакане и все. И это херня полная. И надо уточнять заранее. Мой прокол. Напротив ресторана здесь, кстати, есть интересный парк. И раз я уже здесь, то почему бы мне не зайти, не посмотреть. Здесь есть возможность покататься на катамаранах, на лодочках. Но то, что я сейчас вижу, кроме меня здесь нет ни единого туриста. Good. Good?
Как тебя зовут? Меня зовут Педро. Меня Игорь. Игорь. From Israel. Я. Так что, дельфинариум работает сегодня? Да, да. Мне несказанно Да, повезло. Я видели. А? Видели утра. Не знаю, сейчас. Полина работает. Ага. Не, вон там есть люди. Está trabajando, ¿eh? А, трабахло. Нормально. Это все. Откуда вы язык знаете? Я учила тогда, когда на Украине хорошо учила. В Украине учились? Да. Я тоже в Украине родился. Да? Да. Не, я из Запорожья. Запорожье? Но я живу- Да, вила я в Запорожье. Были в Запорожье? Да. Серьезно? Так, Ну, я в Израиле один живу. год. Я в Израиле живу больше 20 лет. Да. Так, с меня 8. Сейчас очень трудно там. Всё. Война. Там, да, сейчас Россия напала. Проехал я через всю косу в Арадеру. 800 песо мне это стоило, как вы видели. Попалась русскоязычная кубинка в дельфинариуме. Здесь просто полный развод. Сказали, что в песо ты платить не можешь, это только для местных. А ты, как турист, соизволь заплатить $31 за то, чтобы увидеть шоу. А если ты хочешь поплавать с дельфинами, то с тебя $98. И я думаю, окей, плавать я с ними не буду за $100. Ну, раз я уже здесь, $31 я заплачу за шоу, хотя, как по мне, это тоже очень дорого. La ocasión, ahí está nuestra amiga más rápida, haciendo un recorrido. Y el entrenador marcando el tiempo que dice sin duda, Посмотрел шоу дельфинов, взяло это где-то 20 минут. В общем, самые интересные моменты я заснял. Сами делайте выводы, стоило ли это $30. Я, пожалуй, пойду в сторону гостиниц, на пляж, посмотрю, что там, может, есть какие-то бары. Hola. Нехарактерный случай для Кубы. Зашел сейчас в бар, который находится прям рядом с пляжем. А с этого бара переход в гостиницу. Мне говорят: чувак, что ты тут забыл? Ты в этой гостинице? Я говорю, нет. Значит, ты не можешь идти в гостиницу. Я говорю, хорошо, но алкоголь я могу у тебя купить? Он говорит, нет. А что ты хочешь? Я говорю, ну, я хотел пиво взять. Он налил мне пиво, на. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, ничего не надо. Ты же здесь не заселился, бери пиво и вали отсюда. Главное за сумкой следить, а то у меня там целая стопка кубанских песо, около 14 штук, которые всю сумку занимают. А ничего, там 2 охранника, они как раз покараулят. Viva la Cuba! Варадера, кстати, на побережье чего находится? Мне кажется, Мексиканский залив. Я позже перепроверю. Если ошибаюсь, то я напишу внизу. Хочу выйти с пляжа, но все никак не получается. Не дают мне пройти через гостиницы, потому что я в них не заселился. Вот нашел сейчас обходную дорогу. Как будто бы в джунгли заходишь. Сейчас со мной случилась такая комичная ситуация. Я, к сожалению, ее не запечатлел, потому что это было очень неожиданно. Иду я себе, вот как я сейчас иду,
по тротуару. На дороге возле меня повозка с лошадью. В ней сидят пару человек. Я прохожу мимо, один говорит мне: «Слава Украине!» Я поворачиваюсь на него, говорю: «Героям слава!» И продолжаю идти дальше. Потом думаю: стоп, что это было? Возвращаюсь к нему, говорю типа: «Чувак», на английском говорю ему типа: «Почему ты мне это сказал? В этом городе скажи ты это кому-либо другому, никто бы тебя не понял». Он говорит: «Не знаю. I don't know. I'm from Poland». Я говорю: «Окей». Я говорю: «А я from Israel, как бы, ну, по случаю, да, я born in Ukraine». Он такой: «Не знаю, какого хрена я тебе это сказал». Окей. По дороге из Вородеро в Гавану попросили таксиста, чтобы остановил в интересном месте. Здесь прикольный мост, как он говорит, 112 метров его высота. О, he said that it's the highest bridge in Cuba. The highest. Yeah, the highest. Yeah. В общем, по утверждению водила, это самый высокий мост.